Всем привет, ребята! Сегодня с вами снова я, Виолетта, и вы на канале Дневник Мечтателя. И сегодня я расскажу вам немного подробнее о себе, о своей семье и друзьях. Начнем, пожалуй, с моей семьи. В одном из своих видео я немного рассказывала о них. Моя мама, она настоящая хозяюшка, она у меня самая лучшая. Она все умеет, еще она очень талантлива. Была раньше парикмахером, работала, умеет такие шикарные прически делать. И еще занималась маникюром. Она маникюр делает лучше всех. Когда увидят у мамы маникюр, все как всегда говорят, как красиво, красиво. У них тут он ценится, потому что тут мало кто хорошо делает. Вот. Теперь папа. Папа у меня трудолюбивый, умный в английском языке, умный, понимает, знает английский язык и польский. С ним всегда весело, он играет в настольные игры, всегда играет в приставку со мной, с сестрой. Дедушка, он тоже трудолюбивый, и еще у него золотые руки, он прям мастер, он может все починить, все сделать. Очень добрый, всегда помогает. Он всегда дает не себе, а другим. Брат любит играть. На самом деле он только это и любит. И он сейчас учится в 1 классе онлайн в Украине. Он веселый, смешной. Теперь моя сестра. С сестрой тоже всегда весело. С ней никогда не бывает скучно. Умная. Иногда мне помогает с уроками, а я ей. Ну и вообще мы друг другу помогаем. Мы всегда проводим вместе время. Ну, вообще, мы всегда везде вместе. Я очень люблю свою сестру. И просто хочу всегда быть с ней, даже когда вырос. Котик Микки есть. Собака Дорис. Микки очень такой ласковый, любит нежность, всегда мурчит, лащится. Микки очень любит всех. Всегда хочет играться. Но когда ему что-то не нравится, он сразу кусается. Или когда просит есть, он всегда кусается и просит. Дорис у нас вообще есть все подряд. Вообще именно все подряд. Она у нас все ест. Абсолютно все. И любит играть, любит людей, сразу к ней подбегает. Гулять любит. С Микки всегда играется, они играются с друг другом. Одно могу сказать, что я очень люблю свою семью, люблю всех. И просто хочу быть всегда рядом со своей семьей. И помогать им всегда, когда нужно будет. В общем, я люблю свою семью и рада, что она у меня есть. Мечта – это единственное, что движет человеком. Теперь расскажу немного про себя. У меня есть маленькая особенность. У меня с рождения ЦП, поражение мозга левой стороны. Рука и нога левая. Поэтому я и езжу по реабилитации, по больницам, лечусь. Я же во 2 классе в лицеум, тут в Польше. Тут половину из-за того, что в лицее много учеников, много учителей, много уроков. В этом году как-то все сложно. И половина уроков онлайн, половину ко мне приходит домой. Ну, к нам с Лизой. Да, и они, получается, некоторые с утра, некоторые, ну, большую часть после обеда. И аж до 19. Но по польскому времени до 18. Учусь в украинской тоже в 10 классе онлайн все уроки. Но большую часть своего времени я посвящаю только науке, учебе, а свободное время отдыхаю. Вот, снимаю для вас видео, стараюсь как можно чаще. И сбудется однажды твоя мечта. Занимаюсь вокалом.
Да, я записался на курс онлайн по вокалу. И сама занимаюсь, там смотрю видео, делаю всякие упражнения, пою. Я люблю петь, да. Я очень люблю петь. А музыку так вообще без музыки жить не могу. Постоянно ее слушаю. И днем, и ночью. Мне очень нравится музыка. И еще мне нравится один юный артист, певец и музыкант Кирилл Самилин. Да, может кто-то из вас его знает. Он очень красиво поет, он очень талантливый. Вот его канал, можете заходить и подписываться на него. Обязательно подпишитесь. Раньше еще, когда я еще была в Украине, я ездила на курсы программирования логика по Python. Python — это язык программирования, кто не знает. И когда уже тут я записалась на курсы программирования Kotlin, онлайн-уроки, и у меня один раз в неделю был онлайн-урок. Но уже курс я закончила. Вот, мне это нравилось. У меня получалось. Но с каждым уроком было все труднее и труднее. Еще трудно, когда не знаешь английский язык, хоть учишь его, а не знаешь. Еще там всякие команды, всякие функции, методы и так далее. Я создавала даже мини-игры свои на уроках. Знаете, я даже хотела раньше, мечтала стать самым лучшим программистом на Земле. Я уже придумала здание. Я решила, что построю здание, когда вырасту. Такой стеклянный небоскреб. Он такой в форме спирали, но не прям так закручено сильно, там чуть-чуть. Такой длинный, пятиэтажный или шестиэтажный. И решила назвать его программный успех. Там еще такая символ программы JavaScript. Такой кофе, такая чашечка с кофе. И синими буквами, это вот эта надпись, все вот этот символ, все светится. Написано программный успех. На английском языке, конечно. Вот, и что будет в этом, соответственно, в этом здании? Я уже все запланировала. В этом здании я хотела, чтобы на первом этаже была, ну, ты туда заходишь, да, и на первом была, конечно, регистрация, там секретариат, там стойка регистрации, вот. Магазинчик там с кофе, кофе-автомат там бы был бы, магазинчик небольшой с едой. И самое главное, что в этом первом этаже, это магазин компьютерной техники. Там, ну, короче, вся бытовая техника. Там компьютеры, ноутбуки, приставки, телефоны, планшеты, Apple там. Ну, вот это все такое. Все в таком виде и прочее. На втором этаже там уже игровая комната, там, где можно играть, просто прийти и играть в любые игры. На приставках, на компьютерах, да, но туда можно, это для всех людей, туда можно подняться так, по такой лестнице. Я лестницу хочу, знаете, такая, которая, она двигается сама, в общем. И туда может подняться, то есть все посетители. А там будет лифт именно для сотрудников, которые могут подняться выше второго этажа. И, кстати, я буду директором этого здания. Ну, я так хотела. И у всех сотрудников были бы такие черные футболки, а на них написано программный успех, и там вот эта чашечка с кофе. Ну, как название этого здания. У всех сотрудников была такая футболка, и все носили их. Там работали программисты, айтишники. А на третьем этаже уже для сотрудников. Там
для программистов, чтобы они там работали на компьютерах. Там, короче, много таких кабинок без дверей, там просто много-много кабинок, ряд кабинок, и там просто стол, компьютеры, ноутбуки, рабочий ноутбук я буду выдавать, конечно, всем бесплатно, да. Ну, только именно рабочие, те, которые там будут в здании стоять для сотрудников. И вот будут работать. На 4-м этаже тоже там всякие технологии, компьютеры, программисты. И там же много типов программирования есть, видов. Вот будет сниматься. На 5-м этаже будет, соответственно, мой кабинет и огромный этаж. Остальное будет для испытаний. Там очков виртуальной реальности для испытаний игр, там вот эти палки. Для вот это монитора, что высвечивается на стену. Для изобретения роботов. Да, технологий. Ну и все в таком виде. Да, ну вот такое вот здание. Вроде все сказала. Здесь ничего не забыла. Да, и я рассуждаю как архитектор. Я даже придумала план своего дома, могу придумать, ну, все запланировать, запроектировать, но проблема в том, что я не очень рисовать умею. Хочу попробовать как-нибудь на компьютере в 3D Max проектировать какой-то дом, какое-то здание. Хочу стать блогером. Вот, как видите, я стараюсь и потихоньку снимаю видео, монтирую их, мне нравится их монтировать, вот это редактировать, обложки делать на видео, фотошопить и так далее, и так далее, и так далее. Хочу стать блогером, чтобы меня смотрели, чтобы я была кому-то интересна. Стараюсь все делать понятнее, чтобы не возникало вопросов с точной там информацией. В описаниях под каждым видео все есть. И ссылочки на мои соцсети. Еще я могу сочинять стихи. Могу сочинять реплику. Вот про все, что вижу, то и рассказывать. У меня очень получается хорошо сочинять. И песни могу сочинить тоже в ритм. Ну так, для себя пою в голове. Получаю, я когда пою, придумываю сама в голове в ритм просто. Но потом, конечно, естественно, это я все забываю. Просто когда пою, надо записывать, чтобы потом запомнить. Я сразу забываю то, что продумала. Еще я начала учиться играть на гитаре. Да, у дедушки есть гитара, он умеет на нее играть, на ней играть. Но я такой человек, что вот я начала учиться, немного поиграла и все. Можно сказать, бросила, потому что я всегда не доделываю дело до конца, потому что я бегу сразу браться за другое. Еще мечтаю путешествовать. Это моя самая главная первая мечта. Я сниму про отдельное видео, потому что там долго рассказывать про путешествия, экстремальный спорт еще там рассказывать. Вот такие вот дела. Да, недавно, кстати, я начала изучать английский язык. И так английский с 1 класса в Украине учу, ну и тут в Польше учу его. У меня 4 раза в неделю английский. Вот, но я все же не знаю английский, я просто не запоминаю его. Еще вот эти времена английские трудно. Ну как трудно, я понимаю, но
Я путаюсь, где какой. Вот. Я решила заняться серьезно английским языком. Хочу его выучить так, как я хочу путешествовать. Мне нравится английский язык вообще. Он и звучит красиво, и пишется красиво. Мне нравится английский язык, и я хочу его выучить, поэтому я смотрю видеоролики, уроки для начинающих в ютубе английского языка. Там целый плейлист. Еще смотрю слова английские, там 3000 английских слов. Кучу приложений с изучением английского и слова. Вот, в общем, учу английский полным ходом. Хочу выучить его идеально, чтобы можно было свободно говорить и понимать других. Мне нравится еще археология и астрономия. Ну, история про Землю, про то, как она появилась, вот эти всякие тайны, загадки истории, про всякие раскопки, находки. Вот это мне нравится. Я сама заинтересовалась, сама там смотрю, читаю в ютубе. Астрономия будет в Украине в 11 классе. Надеюсь, но по идее должна быть. Астрономию я начала сама, так заинтересовалась, сама начала смотреть видео, мне очень нравится. Я узнала много про планеты, про то, сколько у них там спутников крутится вокруг каждой планеты. Да, про звезды, Солнце, космос, галактику. В общем, мне это все нравится. Жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинная. Теперь насчет друзей. У меня тут в Польше есть один знакомый. И одна знакомая в Нигерии, она живет. Мне, так как я не знаю английский, мне приходится постоянно переводить. Я с ней переписываюсь только. Разговаривать, ну, я вообще не смогу, ну, и понять, что она говорит. Мои друзья — это семья и мои близкие и родные люди. Ну и, конечно, вы, подписчики мои. Люблю вас. Ну, на этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео и видео про путешествия. Всем удачи и пока-пока!